Вітаю кожного, хто прийшов на зустріч із нашим проєктом «Грані життя. Життя на грані». І саме зараз віддає найдорожче – свій час. Цей фільм є частиною нашого проєкту із такою ж назвою «Грані життя. Життя на грані». Проєкт ми розпочали у 2024 році, а сьогодні вже 2026. І, можливо, саме зараз ми здатні почути і зрозуміти одне одного глибше, ніж тоді. Проєкт «Грані життя. Життя на грані» про вибір, перед яким війна поставила мільйони українців – залишитися, виїхати чи повернутися. Ідея проєкту народилася не в кабінеті, не за планом і не під грант. Вона народилася під час однієї зустрічі Української спілки психотерапевтів. У довірливій атмосфері теплого кола Ольга Антошкіна, голова Харківської філії, поділилася своїм досвідом життя в Харкові віч-навіч із війною. Вона розмірковувала вголос, і її слова задали глибину цьому досвіду. І якщо я зараз перебуваю тут, у цей момент, значить для цього є глибокі причини. Колись давно я розібралася з тим, що віра в Бога не має сенсу, а сенс має віра Богові. Так почала Ольга, і я раптом відчула її слова серцем, наче пам'ять, до якої давно ніхто не торкався, тихо озвалася всередині. Її досвід був не схожим на мій, але почуття болісно впізнаваними. Відвертість Ольги, вразлива і водночас сповнена гідності, стала каталізатором моєї ініціативи. Я подумала, нас мільйони. А що, якщо дати можливість історіям інших харків'ян прозвучати вголос, щиро і відкрито, без оцінок і осуду? Тих, хто залишився в місті, тих, хто оселився в інших регіонах нашої країни, тих, хто виїхав за кордон. Кожен вибір має власну цінність і свій сенс. Саме тому мені, як позитивному психотерапевту, здалося важливим подивитися на досвід мільйонів українців крізь призму транскультурального підходу, який є світоглядом і основою позитивної психотерапії. Головне запитання, що є спільним у всіх людей попри всі відмінності. Транскультуральний підхід допомагає побачити, як українці по всьому світу по-різному проживають біль втрати, страх розлуки, народження дітей під час війни, рішення захищати країну, але водночас у цьому є щось глибоко спільне для всіх українців. Тут з'явився проєкт «Грані життя. Життя на грані». Це різні грані, об які розбиваються наші ілюзії, де загострюються моральні дилеми, де нібито відкривається безліч можливостей і водночас виникає відчуття глухого кута. Життя на грані – це коли ти стоїш на межі між тим, ким ти був і ким можеш стати. Коли звичні опори зникли, а нові ще не з'явилися. Це коли доводиться обирати не між добром і злом, а між болем залишитися і болем піти. Між виживанням і життям, між забуттям і пам'яттю. Грані життя – це ті самі грані, але з яких народжується нове життя. Бо саме там, де розбиваються ілюзії, народжується правда. Саме там, де загострюються дилеми, прокидається совість. Саме там, де здається глухий кут, хтось знаходить двері. Для нас, українців, це досвід граничної самотності і водночас граничної близькості. Ти наодинці зі своїм страхом, але ти частина мільйонів, які відчувають те саме. Це життя, де кожен день для багатьох може бути останнім. І саме тому кожен день стає першим. Ми не можемо додати днів до свого життя, але можемо додати життя
кожному дню. Моя мотивація створення проекту проста – не залишатися осторонь, бути поруч не як фахівець із готовими відповідями, а як людина, яка теж шукає сенс у тому, що відбувається. Мені захотілося створити простір співбуття, простір, де про свій досвід можна не лише мовчати всередині себе, а й говорити, бути почутими і проживати це разом. На мій заклик відгукнулися мої друзі і колеги, так і склалася наша команда. У кожного з нас свій професійний шлях і свій досвід війни. Хтось пережив вимушене переміщення, хтось виїхав за кордон, хтось повернувся до Харкова. Ми тут не експерти ззовні. Ми люди, які теж проходять крізь війну. Члени моєї команди всі з Харкова, як і я. Тому ми і почали з Харкова. Минуло 2 роки, і багато що змінилося. Ми давно вийшли за межі Харкова, і своїми історіями діляться всі, хто має що сказати і прагне бути почутим. На основі унікальних відеоінтерв'ю з тими, хто наважився на щиру розмову про найважливіше, ми створили фільм «Грані життя. Життя на грані. Частина 2. Запрошуємо переглянути його за посиланням. І якщо ваша історія ще не прозвучала, ми будемо раді її почути. А тепер слово тим, без кого цього проєкту не було б. Моїй команді. Мені відгукнулася ідея створити простір, де кожен харків'янин зможе поділитися своїм досвідом зустрічі з війною, зустрічі зі своїми страхами, крахом ілюзій, болем втрат та народженням чогось нового. Цей проєкт також і про мене, про мою доньку, про місто Харків, що став мені рідним. Ви знаєте, коли я збираю історії людей, мені здається, що я зцілююся сама. Звісно, що мене спонукала доєднатися така безумовна любов до Харкова, а також тут переплилися мій професійний інтерес та особистий сенс. Життя на грані – це те, що я пережила і переживаю досі. Це, знаєте, історія про таку внутрішню трансформацію людини в екстремальних ситуаціях. Мене надихнула Ія, її розповідь про проект. Ія – мій наставник і друг, і я їй довіряю. Я хотіла знову відчути себе харків'янкою. Спочатку думала кілька інтерв'ю, але потім я потрапила в колектив і усвідомила важливість місії. Просто в моменті відчула, мені близька ця тема, а потім зрозуміла, я доповнюю наш колектив. Бо я всередині подій, що переживає наша країна. Я теж одна з граней того харків'янина, чий вибір ми досліджуємо. Ця спільність досвіду відкриває двері до довірливих розмов і дає нам змогу чути живі, чесні історії, так і з розрізнених голосів народжується наша спільна історія зцілення. Що ми робимо на практиці? Ми зустрічаємось з харків'янами і просто слухаємо їхні історії. Розмова відбувається у форматі інтерв'ю, яке ми записуємо на відео чи аудіо. Але це не сухе анкетування. Ми створюємо простір для справжньої зустрічі. Ми ставимо людям однакові запитання, але у відповідь отримуємо безліч унікальних всесвітів. Це історії, сплетені з болю розлуки та радості воз'єднання, з горя втрат і дива народження. Наша мета – дати людині можливість зупинитися, назвати неназване і, що найважливіше, бути почутою. Що відбувається далі? Ми беремо цей запис і дбаливо перетворюємо його на тексти. Дослівно розшифровуємо, робимо анонімними імена та деталі, уважно аналізуємо. Ми вслухаємося в ці тексти, помічаючи те, що повторюється в різних долях і які рішення люди приймають. Що насправді допомагає триматися, а що навпаки ранить і виснажує. Навіщо це все? Спочатку була проста ідея створити відеостаттю, щоб українці почули і побачили. Але в процесі роботи з цих історій викристалізувався безцінний матеріал, на основі якого ми створили нашу 5-крокову модель вибору і адаптації. Інструмент керованої самодопомоги. Це унікальний інструмент саморефлексії, компас у хаосі для тих,
хто шукає опору у власних рішеннях. Це 5 кроків саморефлексії, які ведуть вас через ваш власний досвід, від спогадів до розуміння, чому ви прийняли саме таке рішення – залишитися, виїхати чи повернутися. Ви отримуєте персональний профіль. Хто ви зараз, де ваш дім, що дає вам сили, а що непомітно виснажує. І що робити, щоб відновити баланс уже сьогодні. Модель пояснює те, що ви відчуваєте, але не можете назвати. Чому так важко обирати? Чому іноді нічого не відчуваєш? Чому одночасно є біль і сила? Це перший україномовний інструмент такого масштабу, створений українськими психологами і психотерапевтами для мільйонів українців. Детальну презентацію моделі ви побачите в наступному відео, а ознайомитися і пройти її безкоштовно можна вже зараз на нашому сайті. А ще ми створюємо книгу, не просто збірник історій. Це жива тканина нашого спільного досвіду. Це голоси тих, хто зробив свій вибір, хто втратив, хто знайшов себе заново. Я, Вікторія Сухань, об'єдную та вплітаю наші історії в цілісну душевну оповідь, де мозаїка кожного складається у великий вітраж. Це дзеркальє нашої великої щирої душі, де кожен знайде відповіді на свої найглибші запитання. Оксана Дакуніна і Наталя Бондаренко ділитимуться в соціальних мережах тими історіями, які не війшли у відео, але які не менш важливі, не менш справжні. Книга, про яку згадала Вікторія, створюється з ваших інтерв'ю. І сьогодні їх уже більше, ніж 100. І їхня кількість продовжує зростати. За кожним інтерв'ю справжня людина зі своїми питаннями і пошуком відповіді. І кожна людина отримує від нас психотерапевтичне осмислення своєї життєвої історії і можливість подивитися в майбутнє з широко розплющеними очима. Ця книга для вас, про вас і з вас. А тепер кілька слів про людей, які допомогли зробити нашу модель доступною для кожного українця. Це Сергій Саута, розробник електронної версії 5-крокової моделі саморефлексії, вибору та адаптації. Доктор філософії в галузі психології, базовий консультант з провокативної психотерапії, директор з питань штучного інтелекту групи компанії «Фрактал» і близький друг моєї родини. Саме завдяки Сергію наша 5-крокова модель працює в електронному форматі. Система автоматично візуалізує ваші результати та дає нам змогу аналізувати отримані дані і постійно вдосконалювати модель. До створення електронної моделі також долучився Лук'ян Шатіла, мій хрещеник, харків'янин, учень 11 класу. Нині проживає в Нідерландах, волонтер і молодший технічний асистент проєкту. Він допомагав Сергію і брав участь у створенні електронної версії моделі. Сергій Безкровайний, технічний асистент проєкту, магістр психології, базовий консультант з позитивної психотерапії. Что для тебя оказалось самым важным при принятии решения – остаться в Харькове или уехать? Я приняла решение уехать из Харькова на 9-й день войны. Но началось все как у большинства из нас. Хорошо помню этот день, потому что жизнь еще продолжала идти по инерции. И в чате начали писать, будет тренировка или нет, спрашивали. Хотя уже в 4:30 утром, когда начались взрывы в 4:30 утра, нас уже спускали в организованное укрытие под нашим домом. Мне продолжали писать клиенты, переходить на 9 утра или перенести сессию. Сознание отказывалось верить, что реальность уже рухнула. Моим первым импульсом было, немедленно покинуть город, потому что на первом месте стояла безопасность Святика, младшего сына. Ему исполнилось тогда 13. Дочь у меня, ты знаешь, военный врач. У нее свой путь, на который я никак не могла повлиять. Сына я обязана была спасти. Я хотела выехать сразу, но только всей семьей. Но в тот момент меня муж не поддержал. Он думал, что это ненадолго. А когда уже осознал опасность происходящего, то передо мной стала моральная дилемма. Это ситуация, где
любое решение будет неправильным. Ты стоишь на развилке, и любая дорога ведет к неизбежному чувству вины. И если уеду, родителей оставлю в опасности, поскольку они наотрез отказались уезжать на тот момент. И если останусь, подвергну и своего ребенка, и тех детей, которых мы укрывали, травматическому опыту, последствия которыми на тот момент я как психотерапевт понимала, что могут быть длительными, а для кого-то могут быть и необратимыми. И вот ты просто сидишь с этим невыносимым выбором и понимаешь, быть хорошей дочерью и хорошей матерью одновременно уже больше нельзя. Война заставляет выбирать. И через какое-то время муж сказал, что наше укрытие под домом – это ловушка. Если дом рухнет, нас завалит, и мы не выберемся. Поэтому мы все собрались у нас на первом этаже, нас трое, крестник с мамой с 7-го этажа, такого же возраста, как Святик, 13 лет. И муж подошел к... Назовем так, я не буду использовать настоящие имена, назовем так, Катя и Егор. Дошел Катя и Егор, это тоже были с нашего дома, мы их плохо знали, с соседнего подъезда, и сказал им, что вы тут сидите в подвале, идите к нам. Да, вот мы не знали друг друга, но на тот момент это было неважно. Окна у нас вылетели почти сразу. Попадание в дом, осколки посекли все, что было на балконе. Мы развесили белье. Я помню, что Катя пошла с утра снимать свой костюм, когда было относительно тихо, спортивный, а он весь такую мелкую дырочку, как решето, посечен осколками вот от снаряда, который попал в балкон. Смотрит на него и говорит с такой досадой: вот сволочи, это же мой новый костюм. И мы с ней расхохотались. Юмор это, да, было единственное, что позволяло сохранять адекватность. 9 дней вроде как мгновение, но для нас была целая вечность. Время так растянулось, и как будто ты слышал, знаешь, вот как в фильмах показывают, часы тикают. Так они тикали невыносимо медленно. Мы постоянно прощались друг с другом. Муж командовал: летит оттуда, все в эту комнату. Теперь бьют наши, переходим в ту. И если честно, на тот момент я вдруг поняла, какая разница, от чего, да, вот снаряда умирать. Мы были под угрозой как одних, так и других. Танки стояли прямо на детских площадках. Должна была быть объявлена эвакуация, должны были эвакуировать. Моей задачей было держать дисциплину, структуру, а хаос снаружи компенсировали порядком внутри. Играли в настолки, смотрели фильмы, читали, вот, готовили еду по расписанию. Настолок у нас было много, там и карты, домино. Я держалась за рутину. Вот, ты знаешь, что для меня это важно. Каждое утро подъем, растяжка, дыхательные упражнения. И подруга Лена посмотрела на меня удивленными глазами, открывает комнату, а я там дышу. Она говорит: ты в своем уме? Нас через минуту может не стать, а ты тут дышишь. Я ответила: да, нас может не стать, но представь, если мы выживем. А я не подышала. Это тоже про юмор. Вот, но если наша психика еще может защититься ритуалами, то физиологию обмануть нельзя. Нашего крыса, ты тоже его знаешь, рататуя контузила. Это мы узнали позже, уже когда были в Умане, от ветеринара. От взрывной волны, как раз, которая попала вот в балкон, в маленькую комнату, и попала тоже в балкон, который относился к кухне. А Катина собака Пуша, которая раньше всегда лаяла на моего мужа во дворе, вдруг она бросилась к нему на руки, в объятия, стала скулить, она искала защиты. Вот. Через какое-то время Лена с моим крестником уехала, моя подруга, и мы лежали на полу, поднимая головы, потому что обстрелы уже не прекращались. Но тогда случилось то, что не оставило выбор. Ко мне подошел Егор, сын Кати. Ему тогда было 12, был младше на год моего крестника и Святика. Он встал передо мной на колени и сказал, что и я тебя очень прошу. Дедушка с бабушкой Святикины уже пожили. Они старенькие. А я так хочу жить. Пожалуйста, вывези нас. У тебя ведь тоже есть сыночек, Святик. Видишь, как я
думала, что расскажу в этот раз об этом как-то иначе, но так и не могу об этом, знаешь, говорить. Ребенок на колени, которых умоляет о жизни, в этот момент моральная дилемма потеряла всякий свой статус. Я поняла, если буду ждать еще хоть один день, я буду виновата не только перед Святиком, но и перед этим мальчиком, который верит, що я можу його спасти. Скажу так, що я переїхала з Харкова ще до того, як почалося повномасштабне вторгнення. Але я за місцем прописки, я з Харкова, я родом з Харкова, з Харківської області. Тому і в нас нерухомість в Харкові залишалась, і ми приїжджали в Харків весь час. Тобто, коли нам на вихідних, ми приїжджали, лікарі всі наші були в Харкові, кінотеатри, розваги. Ми ми в Харків приїжджали відпочивати, скажімо так. Ми тут працюємо, а приїжджали в Харків відвести душу. І після того, як почалося, ми туди не приїжджаємо взагалі. Тобто я приїжджала туди тільки двічі, а так просто, щоб відвести душу і щоб відпочити, як ми раніше цього робили, ми цього не робимо. І навіть не розглядаємо це питання. Насправді, всі ці бойові дії, коли відбувалися, ми теж відчували певну напругу, бо у нас теж в тому місці, де ми живемо, були колони, проїжджали, і ми ховалися в погрібі, спали на картошці, були такі, напруга була дійсно, і ми виїжджали з того місця, де ми живемо, в центральну Україну, але ж потім знову ж таки повернулися сюди. Казати, що це безпечне було місце для нас, тобто воно теж було небезпечне. Рахували прям колони, скільки техніки проїжджає поштучно, і це були 300 одиниць, 200 одиниць, це дуже було багато і страшно, і коли вони не просто, це були танки, БТРи, гради, проїжджали повз наші будинки, тобто це було дуже страшно, і коли у мене 2 дітей, звичайно, за них більше всього переживали. Так, да. Для меня, наверное, самым важным был тот фактор, что в один момент все рухнуло, моя такая определенная стабильность, и в первую очередь у меня была ответственность за животных самих, то есть я их как завела себя, то есть я понимала, что в любом случае я их никуда не дену, ничего с ними нет, и я за них ответственна. Конечно же, ответственность какая-то перед моими работниками, перед моими родными, и поэтому ключевым моментом, наверное, сыграл тот роль, что я понимала, что моя стабильность в Харькове рухнула, доходов нету, и здесь и сейчас я не смогу, то есть какое-то время смогу, а потом что-то придумать надо, а поскольку ситуация непонятная, то есть как будет бизнес, какой будет доход, то есть что будет завтра, непонятно. И так было принято решение уехать, потому что я понимала, что доход за границей это у меня будет, и на расстоянии я буду полезна больше, чем, мне так казалось, как-то так мозг придумал, потому что то есть я не хотела выезжать, скажем так, но меня мама заставила с сестрой выехать. Я помню тот день, когда я приняла решение, поскольку, наверное, я как одна из многих, которые не могли долго в это поверить, что это действительно происходит. Первое время, конечно, было какое-то ожидание, что это не может продолжаться долго, что вот-вот это все закончится. Спустя неделю войны встал такой вопрос, поскольку ты знаешь, у меня детки, да, на тот момент моей дочке было 10, а сыну вот-вот должно было исполниться 7, то есть по факту ему еще было 6. Стала такая дилемма. Оставлять детей дома и выйти в магазин за продуктами, подвергая себя риску, или взять детей с собой, подвергнуть риску нас всех. Ты знаешь, я не нашла ответа на этот вопрос. Я не смогла решить этот вопрос никак. И в этот момент я приняла решение уехать из Харькова. Конечно, это в первую очередь жизнь детей, безопасность детей. Так получилось, что мы поехали к родителям мужа. Какое-то время пробыли там. Наверное, когда я поняла, что уже не справляюсь, плюс я была беременна. Для меня самым важным была безопасность ребенка, потому что мы не уехали
прям в первые дни мы уехали, 4 марта, да, какое-то время мы еще были. И было очень много информации о том, что делают российские военные в наших городах. Сколько изнасилований, и дети, и взрослые, и мужчины. То есть, этот ужас, который невозможно просто представить нормальному человеку. И как бы понимая, что безопасность физическая на тот момент, наш дом, находится в центре, и на нас повлияло только выбитые окна, когда в облраду попало, то в момент того, что могут прийти и изнасиловать моего ребенка, я не могла это представить. То есть самый кошмарный момент был, когда я это ощутила физически, когда в нашем дворе появилось 2 военных. Я испугалась, думала, что это российские войска уже, а это была наша тероборона. То есть в этот момент я ощутила очень сильно, что все, я как мама, я 0, я ничего не могу сделать. Вот если они сейчас заходят в квартиру, то это все. И я поняла, что я обязана своему ребенку обеспечить возможность, остаться здоровой и нормальной, да, физически. То есть это была безопасность моего ребенка. Когда я принимаю решение, я не руководствуюсь эмоциями, я не руководствуюсь какими-то ментальными клише. Решение должно прийти изнутри. Кстати, вот по поводу уезжать, у меня идей она как-то не возникала. Может быть, очень коротко, на фоне того, что люди стали уезжать, и это было видно, но она как-то и не осела, эта идея про уезжать. Масса людей, с которыми я контактировала до этого события, тоже остались здесь. То есть вот какой-то массив людей, которые мне созвучны и близки, они все остались здесь. На чем это базируется? Я долго живу, мне 60 лет, поэтому я много уже знаю и много чем занималась. Базировалось это на том, что я верю Богу. То есть я верю в то, что все, что со мной происходит, оно происходит почему-то. Мне близок буддизм. Я абсолютно доверяю тому, что если со мной что-то происходит, то для этого есть причина. Причина, которая находится во мне. Если я здесь оказалась в этих обстоятельствах, то это для чего-то нужно мне прежде всего. Мои родители, они здесь, и мама мужа тоже здесь, они все очень возрастные люди. И после 80 лет, им за 80, они все сказали, вы решайте, как вы хотите, мы остаемся. То есть не было никакого ни давления, ни просьб, ни влияния. Они просто высказали свою позицию. У нас так принято, что каждый решает за себя, поэтому ни ради кого, ни ради чего я не осталась в Харькове. Я осталась ради себя. Я воспринимаю вообще жизнь и то, что в жизни происходит, как вызовы. И отношусь к этому вот как к вызовам. И стараюсь это проживать по самому высокому уровню в моем понимании. Поэтому где-то на этих основаниях и лежит это решение. Какие страхи или переживания влияли на это решение? И вот Егор фактически сделал выбор за меня. И я позвонила родителям и сказала, что мы уезжаем в любом случае. Их там уже собрались все родственники, родители на квартире. Ту ночь я не спала, ходила по дому, и как-то было тихо. Я говорю, обстрелы не прекращались. Это как-то наверное, часа на 4 все как-то успокоилось. И я прощалась с книгами. Это мои самые верные друзья. Я села тогда в свое терапевтическое кресло, где выслушивала столько историй. В общем, прощалась со своей прошлой жизнью. А потом смотрела на спящих детей. Потому что там все в одной комнате, все вот так, рядышком так близко друг к другу, чтобы тепло было. Утром мы выехали, у нас было 13 человек в 2 машинах. Вещей мы не брали, только мы сами. Но перед этим, когда мама Егора, Катя, узнала, что
10 человек наших родственников, ну, не считая вот, да, нас, согласились уехать, она сказала, что я поеду в багажнике, я поеду сверху, но только не оставляй нас. И так сложились обстоятельства, что 3 из 10 наших родственников не могли выехать сразу. Поэтому у нас оказалось 13. Мы так и ехали, меняясь местами, кто-то в салоне, кто-то в багажнике. У Кати с Егором еще старший сын ее к нам тогда присоединился. Страх, що в будь-який момент можуть бути, як говорять, да, ми психологи любимо говорити, що непередбачувані обставини, да, обставини непередбачувані дії. Ось, і можуть статися такі обставини, що коли відбувається загроза твоєму життю, в Харкові у нас квартира, влучання в багатоквартирні будинки дуже часто бувають, і вона в самому центрі, тобто в той район, та навіть, у нас в сусідній будинок там попало, да. Тобто був прильот, правда, він був, то ми не можемо, вони ж ці всі ракети, вони ж не за графіками літають, тому ми, задля безпеки своїх дітей ми залишаємось там, де залишаємось. Многие моменты испытал, вот я испытал впервые. Знала вообще, что такое истребители, как летают, как эти бомбы скидываются, Это было для меня как-то в голове откладывалось, что это, но, наверное, я могла понять по организму, что какой-то шок, потому что мне не хотелось вообще есть. Вообще совсем там что-то не хотелось есть. А тут уже, когда начали истребители летать, коленки как-то начали прям труситься, прям какой-то тремор такой, прям, именно когда пролетал. Такое ощущение было, наверное, что парализовало желудок, в переносном смысле слова, потому что голод вообще отсутствовал. То есть я вставала на весы, думаю, интересно, я хотела похудеть, минус 1 килограмм за один день, думаю, интересно. И первый раз только там наверное, это, может, 5-го, 6-го, я не помню, 7-го, наверное, марта во Львов, как мы доехали, мне через день-другой только захотелось есть. То есть мозг как-то осознавал, что происходит, но это было как на автомате. А если физические моменты, то есть это так оно ощущалось, и я такая для себя еще отметила, думаю, то есть у меня даже мысли не было дома есть, просто захотелось, А тут прям, доехали, мы приехали, там другая реальность была совсем. Но если мы выехали из ада, мы приехали, я не скажу, конечно, что в рай, но страх, наверное, ощущался, как если разумом просто как-то на автомате ты думал, взрываются бомбы, там, уже как-то готовил себя морально к этому, то на физическом уровне не хотелось есть и как-то как об этих процессах напоминали другие люди. Наверное, отсеку страхов не было. Как-то так, знаешь, мобилизировалось. Были переживания по поводу того, как наилучшим образом добраться до вокзала. Эти переживания были, и поскольку, как я сказала, мы находились какое-то время, да, когда началась война, за последние несколько дней я обратила внимание, что был какой-то такой очень маленький промежуток времени утром, это было где-то с 6:30 до 7:30, как-то было тихо. Мне очень страшно было садиться за руль самостоятельно, имея в машине 2 детей. Как-то так люди нашлись, ребята, которые помогали вывозить людей. Молодой человек приехал с нами, еще у него в машине была еще одна мама с ребенком. Мы успели доехать до вокзала, в этот промежуток было очень тихо. Когда приехали на вокзал, конечно, тишина закончилась, и количество людей весьма удивило. В зале мы провели до поезда 8 часов. Да, это были испытания. Мы переступали чьи-то чемоданы, которые люди не смогли просто взять с собой, потому что задача уже стояла просто как-то попасть вовнутрь вагона.
Но, оговорюсь, в купе, в котором мы ехали, нас было 18. И когда, для меня самый большой страх был это, что они зайдут. У меня 2 девочки, я беременная. То есть выезжать сама я боялась, с детьми, а у мужа была дилемма, потому что его родители не готовы были выезжать, и ему было сложно принять решение. Да, в такой ситуации. Тогда, знаешь, все сложилось для того, чтобы вот именно выезжать. Безопасность детей была в первую очередь, сохранение жизни. Второе, мне все время боялась, что закончится еда. Опять же, я беременна, дети. Страх и переживания связаны с тем, что я что-то я не сделаю, что мне точно надо сделать. Я верю в то, что есть душа, и душа выбирает, где ей оказаться и какие уроки пройти. И у меня самый большой страх — это не исполнить свое предназначение, например. То есть вот это вообще мой самый страшный страх. Это вот отвильнуть от того, что я должна бы сделать и пройти. Поэтому вот если говорить про страхи, то страх вот такой повлиял на это решение. Чувствовала ли ты внутренний долг перед родными или перед Харьковом? И как это отразилось на твоем выборе? Я не чувствовала какого-то долга, перед Харьковом как решающий. Мой долг был перед семьей, близкими и не близкими людьми, і їх безопасностью. Зараз, от в даний момент, тому я і прийняла рішення вступити в цей проєкт разом з вами, тому що так, я відчуваю свою причетність до свого. По-перше, я відчуваю, це ж було ще й до війни, як я сюди переїхала, і зараз я відчуваю таку тугу за батьківщиною, скажімо так, і це прям сильна емоція для мене, коли я тужу за тими часами, коли я не хотіла оцих емоцій. Да. І тому, я відчуваю борг. Не борг, а обов'язок, скажімо так, бути причетною, утримувати цей зв'язок, ниточку, скажімо так, з рідним містом, з рідною землею, з рідними людьми. Тому, мені важко, це просто зжечь мости, як кажуть. Для мене важливо залишатися харків'янкою в душі. Конечно, чувствовала и перед Харьковом. То есть Харьков я очень люблю, это мое место силы. Я бы и не выехала, то есть, в принципе. Одно дело путешествие там, а другое дело проживание. И перед родными, в том числе, конечно, то есть у меня и родные были в оккупации, тоже какие-то там куча негативной информации. У меня у брата жена рожала в подвале, в Балаклее, во время бомбежек, то есть там, куча моментов было в оккупации, которые, конечно же, боялась за родных. Наверное, то, что я чувствовала какой-то долг, наверное, это и тоже сыграло каким-то фактором, что я выехала, потому что я знала, что в любом случае я смогу помогать финансами на расстоянии. Конечно, долг чувствовался перед животными тоже, что они остались с мамой. Понятное дело, что я помогаю. Мама почти каждый день у нас видеосвязь с кошечками, поэтому это тоже поддерживает. А так, конечно, чувствовалось. То есть, если бы не такие обстоятельства, как война, я бы, естественно, не выехала. То есть, потому что я себя не вижу в другой стране, и проживание на здесь и сейчас в другой стране, это подтвердило, мои же ощущения. Перед родными, наверное, нет, поскольку на момент начала войны моя мама успела, она поехала проведывать родственников, ее не было. За детей, как ты понимаешь, решение принимала на этот момент я. Перед самим Харьковом, погружаясь в историю, все это можно восстановить, я имею в виду и архитектуру, все, слава богу, с нашими нынешними технологиями это возможно. Были какие-то обязательства такие, знаешь, их сложно объяснить перед теми, кто остался. А особенно перед моими очень близкими мне людьми, которые остались там, которые, я знаю, первое время волонтерили, помогали кто чем может. И один мой знакомый, он художник, он на велосипеде ездил на Салтовку под всеми этими градами, и все. И провизию они привозили, и лекарства, и вывозили, и еду, и, в общем, перед вот этими людьми,
Ты знаешь, если бы я не была беременна, наверное, даже если бы я не была беременна, если бы у меня там, допустим, был один ребенок или вообще не было, мои первые желания, что я нужна людям, мне хотелось чуть ли не идти воевать, волонтерить, то есть как-то помогать. Вот, и меня немножко разрывало между вот этим вот желанием быть полезной и сохранением, опять же, детей, да, и я выбрала, конечно же, тут не обсуждалось, как бы. Я выполняла свой долг прежде всего, своими детьми. Самый большой долг, да, для меня это был долг матери, как взрослого человека, которая может что-то сделать для того, чтобы ее ребенок не оказался в этой кошмарной ситуации. Поэтому решение выехать, да, долг перед родными, у меня все родные под Одессой. Вот. Бывший муж, он принял решение сразу, что он даже не будет ходить в бомбоубежище, потому что он не видит в этом смысла. Если прилетит, то как бы прилетит. Вот. Перед городом, наверное, да, когда мы уже ехали, нас везли волонтеры на вокзал, потому что найти было, тогда же транспорт не ходил, особенно когда воздушные тревоги, и эти просто замечательные люди, которые нас везли, они еще потом должны были в 3 места заехать, кому-то отвезти курочку, кому-то лекарства. То есть вообще волонтеры в тот момент это были какие-то вот как ангелы, да, спасители для очень многих. Мне было стыдно, что я уезжаю, но многие же остаются. Но тем не менее, да, этот стыд был стыд, а перед ребенком это был долг. Поэтому, да, долг был выше перед тем, что я могу защитить своего ребенка, и я должна это сделать. Нет, наверное, не знаю, как перед Харьковом. Перед родителями нет. Если бы я приняла решение уехать, я бы уехала. Тем более, что, в общем, родители, скажем так, благословили. Решайте, как хотите. Если надо, уезжайте. Если считаете нужным, уезжайте. Перед Харьковом. Что-то в этом есть в вопросе. Это что-то про ответственность за то место, где я нахожусь. Это такая связь с тем местом, в котором я тоже оказалась. Про какую-то очень глубинную связь. И, возможно, про такую идею, что если я здесь оказалась, то я этой земле нужна. И этому городу нужна. Вот что-то на эту тему могу сказать, что могло повлиять, и это в размышлениях есть. И я воспринимаю Харьков как живое место или живую сущность, у которой есть свой план такой душевный или околодушевный. Возможно, это где-то восходит к идее про то, что мы в ответе за тех, кого приручили, или где мы живем, или за то место, где мы находимся. Но это не основополагающий мотив. Все-таки основная ответственность это перед собой, это перед вот этим чувством, что я для себя делаю правильно. Вот так. Я бы так ответила. Как война изменила твое ощущение безопасности и стабильности в Харькове на начало боевых действий? И как ты воспринимаешь это сейчас? Наверное, есть факт, который сам за себя отвечает на половину вопроса. Мы выехали из Харькова 4 марта, и с тех пор, почти уже 4 года, мы там ни разу не были. Это не сложилось, а про то, как война переписала внутри это слово «безопасность». Вначале казалось же, как вырваться из Харькова, а дальше станет легче. Мы добирались там тяжело, как и большинство людей, там бензин, дороги, постоянные решения какие-то на ходу. Было очень много помощи от людей, от моих друзей, от моих клиентов, от студентов. Коллега-психотерапевт очень помогла мне в Полтаве. Ее мама приняла нас всех с собакой, с крысой, накормили, напоили. Планы менялись, куда мы собирались ехать. Такой вот парадокс, когда удалось всех распределить по машинам, вывести, я впервые позволила себе расслабиться. Вот, как будто самое важное было уже сделано.
А сейчас понимаю, что это была иллюзия. Потом же мы оказались под Полтавой, Довголивка есть такое село, и там была школа постройки 60-х годов. И ночью мне все время слышалось, что где-то далеко постреливают. И от этого мне было спокойно, потому что, это не вот эти вот взрывы, это не попадание в наш дом, как в Харькове, непосредственно не только в дом, но и в наш балкон, непосредственно там над нами, когда от квартиры ничего не осталось. Поэтому было так, опасность где-то там, не здесь, вот. И мне как-то было спокойно. А потом муж сказал: это не выстрелы, это не взрывы, это работает котельня. Вот тогда меня по-настоящему накрыло. Казалось бы, да. Потому что я вдруг поняла, я настолько привыкла к войне, что мирные звуки мой мозг не воспринимал. И я помню, что как мы с невесткой, когда Велику-Багачку, нам надо было выехать на следующий день с этой Довголивки, и мы с ним выходим из машины, а на пешеходный переход переходит женщина на каблуках с макияжем, и мы смотрим и ничего не понимаем. А что происходит? И вот мы испугались. Вот эти вот моменты, они, оказывается, да, вот что было сложно осознать, что есть места, где просто работает котельня, где безопасно, принять само существование безопасности. Когда ты только что вырвался из Харькова, это было невероятно трудно. Да, это был шок узнать, что где-то жизнь идет своим чередом. Не совсем тем чередом, который был до войны, но тем не менее. И безопасность, она менялась. Самое главное, что к чему я пришла, что у взрослых есть ответственность за себя, и на взрослом лежит ответственность за ребенка. А если бы я это могла понять раньше, моральным бы дилеммой передо мной не стояла. Потом мы оказались в Умане, и там я впервые столкнулась с другим, да. Вот видишь, там в Довголевке вот эта вот безопасность, да, безопасность, она воспринималась, как я тебе сейчас рассказала. Это был шок узнать, что где-то может быть по-другому. Это звуки котельни. А в Умане это было уже другое. Там чувство безопасности держится не на расстоянии, а на смысле, на особом смысле этого еврейского города. Потому что Умань – город паломников, куда люди приезжают, да, со всего мира. Мы попали сразу на экскурсию и пришли к могиле цадика Нахмана. Там есть такой простой, очень сильный ритуал. Тебе дают там маленькую книжечку, ты читаешь молитвы и оставляешь монетку для пожертвования и просишь о своем, прикасаясь непосредственно к могиле цадика Нахмана. Для взрослого воспринимается как просто традиция, а для ребенка, для моего сына, подростка, это оказалось чем-то большим. Как будто ему дали такой мостик через страх. Он вышел оттуда с такой ясной мыслью: Умани ничего не угрожает, Умань под куполом, да. Он послушал, да, то, что ему говорят, то, чего, как там, с чем делится, и вот он с этим вышел, да. Умани ничего не угрожает. И эту уверенность подхватывали же и другие, да, говорили, что место намоленное, здесь все иначе. При этом воздушные тревоги же никуда не делись. Они были постоянны. И днем, и ночью. Все, что летело через Киев, летело через Умань. Все, что летело в Киев, да, через Умань. Там же мы в Умань попали в этот период блэкаутов. Город вымирал. Темнота становилась там почти физической. Как-то там люди быстро сообразили. Не какие-то там свечи, генераторы, да, все, это экофлоу, А Святику было, да, он держался за свой купол,
И я смотрела на него и чувствовала, я чувствовала облегчение. Был период, когда мы жили в хасидской гостинице как раз возле могилы цадика Нахмана. Вот прям вот в нескольких метрах буквально от него. А потом мы уже переселились в Софиевку, на территорию университета садоводства. И там уже я начала оживать. Вот. Хотя этот динамик, который вещал эти воздушные тревоги, он был невероятно громкий, но я там начала оживать. Природа, животные, свой такой порядок жизни тихий в Софиевке. Лебеди, утки, олени, лоси, мунжаки. Ты их кормишь, да, с руки, они тебя смотрят своими человеческими глазами, такие ресницы. Вот. И будто, знаешь, оказывался в другой реальности, где мир помнил, что он может быть мирным. Вот это, да, святика купол, да, намоленное место, цадик Нахман, а меня Софиевка. Безопасность, да, тогда и сейчас, полной безопасности, у меня нет, война не оставляет ее нигде, нет такой острой опасности, которую переживали в Харькове. Я думаю, что на момент начала боевых действий, войны, я поняла, что безопасность и стабильность, вообще про нее стоит забыть. Причем, потому что был кипиш какой-то, был хаос, и там даже где была безопасность, то есть она пропала. Был просто какой-то определенный хаос, и он в этом хаосе барахтался, скажем так. Но здесь и сейчас, я понимаю, что про безопасность и стабильность забыть стоит не только в Харькове, в Украине, а и во всем мире. Новая какая-то реальность диктует нам какие-то новые правила, к которым мы или приспосабливаемся, или те, кто не приспосабливается, конечно, тяжелее намного. Я воспринимаю, наверное, знаешь, как игру какую-то. И данный опыт мне, наверное, дал понять, что если я думала, что мой дом там в Харькове, я думала, боже, как это жить вообще в другой стране? Как это же язык там учить, какие-то новые правила, то есть, это же настолько сложно, это как-то, заоблачно, это просто, то сейчас я понимаю, что, мой дом может быть абсолютно вообще везде, вообще в любой стране, там, остров, не остров, необитаемый остров, то есть я смогу приспособиться вообще к любым условиям. Самое главное, мы раньше опирались на физическую безопасность и стабильность, а нужно на внутреннюю стабильность. И когда есть внутренняя безопасность, ощущение внутренней безопасности и стабильности, то такие опции, как выжить, жить, прекрасно жить вообще в любой стране, это доступно. Ты знаешь, я поняла, что мы настолько уязвимы, и что наша безопасность зависит, в принципе, от нас. Хотя я слышала те истории, которые говорили и об обратном, что многие, особенно мужчины, живущие в этих это не окраины города, да, таких отдаленных районов от центра, как Северная Салтовка, например, да, которые взялись самотужки обороняти дома, да, потому что и мародерство началось, и, в общем, многие моменты начались, которые в этом хаосе, возможно, я свидетелем этого не была, в общем, по рассказам, да, сильно так, знаешь, тебя заземлило, и ты осознал, что настолько это все зыбко, и что мнимая безопасность вообще не безопасность, та, о которой мы вообще думали, что кто-то там нас, какие-то такие громкие фразы, нас там защищают, нас там то, нас там это. По факту твоя безопасность зависит от тебя. Безопасность твоих детей зависит от тебя. В начале боевых действий было безумно страшно, и это было ощущение такого принятия, знаешь, готовности к любому исходу. Кроме, конечно, одного, да, которого я боялась больше всего. На данный момент у меня все равно нет понимания, что в Харькове безопасно. Но, по крайней мере, да, это уже не так, как было тогда. Безусловно, это очень изменилось. На данный момент у меня вера такая, знаешь, рандомность, что, может быть что угодно, да, и опять же, мои родители это понимают, оставаясь в Харькове. Я это понимаю, да, в какой-то степени, вот.
На момент начала военных действий безопасность отчасти ощущалось, что есть тероборона, которая удерживает вход военных российских. Но безопасность от того, что летит сверху, этой безопасности нет. То есть это никто не может обеспечить. То есть это надежда на Бога и на случай, и на себя, есть насколько ты чувствуешь, где тебе сейчас находиться или прятаться, то есть что ты можешь сделать для своей безопасности. Скорее всего, да, это вот такая, отсутствие безопасности, но понимание того, что все-таки есть люди, которые стараются ее хоть как могут обеспечить жителям города. Это вот тероборона, да, и военные. На момент сейчас я была в мае месяце, больше уверенность в том, что военные делают, опять же, это тоже люди. Они люди, и они не могут создать этой безопасности, которая от них не зависит. Я находилась с людьми, которые там живут, слушала их, они говорили, мы живем и выполняем свои, ходим на работу, радуемся тому, что имеем, и наверное, я становилась частью их. Коль я приехала, то я сейчас вместе с ними. И к этой мне безопасности, да, были прилеты тоже, я их слышала. Но я уже сейчас здесь. То есть я нахожусь в этой ситуации. Опять надежда на Бога и на то, что будет так, как должно быть. Я это приняла. То есть я поняла, что на это время я здесь. Потом я, конечно, уехала. Уехала почему? Потому что не готова еще возвращаться в то состояние, в котором, в ту небезопасную обстановку, которая происходит сейчас в Харькове. Нет там безопасности. Изменилось состояние, ощущение того, что ощущение того, что летит сверху, от этого нельзя защититься никак. Но ощущение того, что они могут зайти и творить эти ужасы, это изменилось. Что их не пустят. Почему? Я не знаю. Возникло ощущение, что физически людей туда не пустят. Как это может произойти? Наверное, как-то может произойти, если и город живет, и многие возвращаются. То есть я не могу объяснить. Но это куда-то ушло. Что их смогут остановить, живых людей сверху нет. Тоже немножко загодя, наверное, начну. Прямо про начало войны, а про пораньше. Поскольку эти военные события на Украине начались в 2014 году, собственно говоря, основной страх был пережит тогда. И когда начались боевые действия в районе Луганска, в Донецке, тогда было очень страшно. Эти 350 километров оказались такими небольшими до Харькова. И тогда были переживания про то, как это может быть, если вдруг будет война. Но тогда же, собственно говоря, пришлось эту задачу решать. Но я не люблю долго находиться в негативных переживаниях. И плюс я профессиональный человек, то есть я не бросаю себя прежде всего, я не спасаю других. Прежде себя, я спасаю прежде всего себя. И пришлось эту задачу решать. И тогда задача эта была решена про безопасность, она была найдена внутри. То есть была найдена опора на себя же внутри. Этому помогла деятельность группы, я ее вела, и очень много людей в этой группе состоит и состояла тогда на тот момент. И мы очень много делали расстановок, поскольку она посвящена изучению метода и применению метода Хеллингера на практике. Мы тогда сделали много работ, поняли, что такое большая фигура война, которая используется в расстановках. Поняли про войну очень многое, и фигура войны объявила себя, идентифицировала, точнее, себя
инструментом Бога. И когда мы начали понимать вот эти вещи, это очень снизило страх. И плюс работа с собственной тенью тоже очень сильно помогла. То есть надо было разбираться со страхом, и я, и, видимо, люди, вот, которые сейчас со мной в группе, и они же и к этой группе имеют отношение, они тоже разобрались со страхом и много интегрировали благодаря тем событиям, которые в 2014 году разворачивались. И, собственно говоря, это составило вот этот стержень, внутреннюю основу, и мы какие-то более целые, что ли, наверное, вот в эти события уже вошли, уже какой-то базис имея внутри. Потому что, я не могу сказать, что у меня паника началась, или страх, или что-то, какие-то неконтролируемые эмоциональные состояния. Страшно было, конечно, когда идет обстрел, и когда там рядом взрывается. И 2 месяца на Северной Салтовке с мужем прожили, пока дом был пригоден для жизни. Там постепенно исчезли свет, вода, потом и газ исчез, и тогда мы оттуда переехали. И в крышу прилетел снаряд. То есть вот эти моменты, они очень страшные, конечно же, но нервная система так устроена, наша с мужем, оказалось, что мы это выдерживаем. Прошло событие, и страх прошел, сошел, и все. Вот. Но с этим мы разобрались вот тогда, в 2014 году. Поэтому да, печально, грустно и ужасно это событие. Но вот адаптация, она началась тогда, и она к началу этого события, у меня даже такая мысль появилась, думаю, вот интересно, меня жизнь готовила, чтобы я это событие прожила как-то, наверное, в каком-то максимально возможном комфорте для себя. Поэтому я не вылетала в какие-то состояния там крайние, да, или шоковые. Не было у меня таких. А потом уже, господи, 4-й год уже адаптация. Все, кто тут остался, это люди уже адаптированные. Там сирена звучит, мама с собачкой, с ребенком гуляют, никто на это не обращает внимания. Да, понятно, что когда что-то случается, люди реагируют, естественно, но видимо, вот, остаются в городе те, или совсем кому некуда выехать и возможности нету, или те, у кого нервная система позволяет с этим быть. Вот поэтому тогда вначале было страшнее, безусловно. Повторяю, вот то, что пришлось для себя сделать с 2014 года, помогло достаточно быстро адаптироваться. И, собственно говоря, еще и нахождение 4 года уже, да, почти в этих событиях, но оно тоже сделало свое дело. Это адаптация, и адаптация. Что для тебя важнее, физическая безопасность или возможность оставаться рядом з родними в своєму домі в Харкові? Так як я з рідними, я в Харкові не знаходжусь зараз, але я так само мала вибір. У нас тут теж було небезпечно. Тобто Сумська область була досить деякий час частина Сумської області. Ми на кордоні Сумської області, і тобто, це прям 15 кілометрів, де була вже окупована територія. Тобто це теж, так, знаєте, да, це була певна напруга і був певний вибір. Я могла виїхати і не повертатися, але і ми таки виїхали. Да, ми таки на той момент виїхали, ми були в центральній частині, десь в Україні ми були, скажімо так, і потім ми повернулися. Я розумію, що бути, от якраз це питання, бути разом з сім'єю, з чоловіком, для мене важливі. Не то, що важливіше. Якби прямо от зараз знову були, не дай Боже, якби тут були знову колони, я б виїхала, я б кинула все. Але зараз я з чоловіком і повністю його підтримую в його діяльності і реализовываю себя перед ним, тому для мене важливо бути з сім'єю. С учетом того, что я выехала, я понимала, что даже физическая безопасность, это, наверное, не только про там что-то прилетит, например, а это, например, про не остаться голодными, там, да, вот как-то, и, например, про физическую безопасность, типа, что прилетит, не прилетит, я были такие моменты, когда купаюсь в душе, думаю, господи, сейчас еще голову на этот и это там, типа, и что там, типа, то есть, потому что были какие-то моменты, все время была тревога, и оно что-то летало, и ты думаешь, уже надо как-то покупаться, уже еще там день не купался. Про физическую безопасность как-то я не думала, вот просто мозг как-то ориентировался и оценивал ситуацию, там,
транспорт, выезд, там то-то, 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 то есть вот какие-то ключевые моменты, ага, если мы там не смогли, а где там то есть вот как-то так, наверное, мозг ориентировался, и поэтому, наверное, я думала про физическую безопасность, но с экономической точки зрения. Ну да, для меня этот вопрос, наверное, на момент начала войны был не очень актуален, поскольку со мной были мои дети, и, в общем-то, мы с ними и выехали. Ты знаешь, это все-таки физическая безопасность. Но опять же, мои близкие со мной, мои главные близкие со мной, да, это мои дети, муж, да, ну, в первую очередь мои дети, да, я и мои дети. Я не могу тебе сказать, что главнее физическая безопасность, да. Главное общее состояние, для меня главное это психологическое состояние. Физическая, безусловно, важна. Если бы физической здесь что-то угрожало, вы бы искали возможность, но мы бы искали эту возможность, опять же, в Харькове остаться. Потому что, оставшись в итоге в Харькове, это помогло. Я считаю, это помогло и старшим в нашей семье тоже проживать это покомфортнее, эти события. Если говорить про какой-то такой формат, когда, знаете, как схватиться и бежать, ну, у меня я таки, к счастью, не знаю состояния, чтобы вот эмоции или там страх там, с моей физической безопасности заставил бы меня просто оголтело прямо вот бежать под воздействием эмоций. Но я такого никогда, к счастью, повторяю, не переживала, поэтому не пришлось мне выбирать. А какие чувства ты испытываешь, когда думаешь о тех, кто остался, и о тех, кто уехал? Чувство благодарности и сочувствия и к одним, и к другим. К тем, кто остался, глубокое уважение, благодарность, потому что эти люди делают Харьков живым. И если бы выехали все, он бы перестал существовать. Все по разным причинам остались в Харькове. У меня глубокое уважение. Уважение, сочувствие, благодарность. Тем, кто выехал, тоже много уважения и сочувствия, поскольку безопасность для них стала таким важным приоритетом. И многих жизнь изменилась. Она не такая, как была до войны. В Харькове они столкнулись с другими вызовами, к которым тоже были не готовы. Процесс адаптации тоже у всех проходит по-разному. Уважение, сочувствие, любовь. Ой, змішані і різні емоції бувають, дивлячись, який емоційний стан зараз у мене. Ну, в принципі, у кожного свій вибір, і ти не можеш когось оцінювати за його дії. Ну, як би, ми ж психологи, ми всі як зробили, так і зробили. Все, це їх вибір, це їх світогляд, це їхні цінності, це їхні, ну, все, да, думки, да, якісь пріоритети, да, які цінності, які вплинули на їх вибір. Тобто їх вибір є їх вибір. Але я прям просто дуже відгукуюся, ми беремо інтерв'ю зараз, і мені так прям відгукується, і мені так приємно, коли говорять люди, я так пишаюся нашими людьми. І, ну, звичайно, я тут розумію свою ідентичність, да, як українку. І я розумію, що я прям пишаюсь теж своїм вибором, що я там залишаюсь в Україні, хочеться говорити українською. Тобто я розумію, що це вибір, це мій вибір. З повагою відношусь до людей, які залишаються в Харкові. З великою повагою і вдячності. Ось. Ты знаешь, как безусловно принятие. То есть я понимаю всех, кто уехал, кто остался, кто уехал, молодцы, кто остались, молодцы тоже. Но понимаю, что все там 100% они бы не могли выехать по ряду каких-то причин. И нужно уважать как бы в любом случае выбор человека. Какой бы он ни был, то есть человек выбрал это. Просто и по-разному переживаются какие-то определенные сложности, как с одной стороны, так и с другой. Тут нету такого, что те, кто уехали, они там кайфуют. Так и у нас там дома тоже кайфуют. И ночные клубы там, и все работает как бы. Ну, то есть, как бы, и тут еще еще неизвестно, где кому сложнее. То есть, и поэтому, я просто такое безусловное принятие. То есть, как эта война сколыхнула, скажем так, всех. Все были в какой-то там определенной мнимой стабильности, назовем это так. И заставила шевелиться. То есть, как бы. Ты знаешь, эти эмоции пересматривались и претерпевали, скажем так, за вот этот период, это 3 года прошло. Нет каких-то ярких эмоций, да? Был сделан выбор каждым. Может, первое время мне казалось, это единственно правильный выход покинуть эту территорию до
какого-то момента, когда это урегулируется, закончится. Потому что когда уезжали, я думаю, многие, если не все, но очень многие, не понимали, на какой промежуток времени ты едешь, и, в общем-то, казалось, что это там, ну вот сейчас неделя-две, ну, может быть, месяц, это все решится, и ты спокойно вернешься в свой дом и продолжишь ту жизнь, которая у тебя была до этого момента, да. Признаюсь, я испытывала чувство вины перед некоторыми из моих друзей, которые остались. Мне было неловко слышать такую фразу: «Ну, у нас же здесь война». Как я уже сказала, что эти эмоции, они со временем, ну, как бы, ну, во-первых, я дистанцировалась от этой обстановки, да. Эмоции также дистанцировались, и они изменились. И сейчас просто пришло осознание того, что каждый сам ответственен за то решение, которое он принял. Ну и, конечно же, за последствия этих решений, да, что уже вот все-таки мы взрослые, и мы в состоянии отвечать за то решение, которое мы приняли. Ну и, соответственно, за последствия этих решений. Я сейчас разделяю, я могу поддержать своих друзей, знакомых, которые остались. Могу выслушать, чем-то помочь в силу того, как я могу. Ну, каких-то сильных эмоциональных потрясений на текущий момент я не испытываю. Я с пониманием отношусь и к тем, потому что у каждого есть свои причины. Кто-то действительно устал, и ресурса на то, чтобы переехать и строить заново, ну, просто нет. Понимаю тех, кто выехал, потому что у них была возможность выехать, да, как-то был ресурс на то, чтобы выехать, строить что-то новое, да, и в то же время нету ресурса для того, чтобы остаться в Харькове. Мы все по-разному воспринимаем вообще, в принципе, да, событийность. И тех понимаю, и тех поддерживаю. Очень особо поддерживаю тех людей, которые уехали, потому что они пошли по пути бережного отношения к себе. Вот они так почувствовали, для них будет так лучше, и они это сделали. Поэтому всех поддерживаю, все решения уважаю равно. Люди сделали самое лучшее для себя, что смогли. Ну, это абсолютно верно, по канонам психологии даже. С человеческой, с психологической точки зрения. Поэтому все будут решать задачи, все будут чего-то лишены, всем придется что-то терпеть. Мне подчас даже кажется, что люди, которые уехали, они терпят гораздо больше, чем те, кто остались. Я так предполагаю. Потому что мы-то остались дома, в знакомой вот в этом смысле обстановки. И это, я считаю, подспорьем. А людям пришлось уехать в другие места, края, и начинать что-то с нуля. И это требовало тоже огромного мужества для того, чтобы адаптироваться в незнакомой вообще для себя обстановке, учить новый язык, жить в менталитете другому и так далее. То есть эти люди удивительные вещи просто поняли, сделали. Бесконечное уважение. К тем, кто остался, очень много уважения, очень много уважения в том плане, что, да, благодаря им держится город, и все, что происходит в городе, это их заслуга, потому что они там, они его наполняют и дают ему жизнь, да. Как многие, да, говорили тоже из интервью, что кто же тогда будет это делать, если все уедут? Город умрет, да. Вот. Очень много уважения, очень много восхищения, очень много благодарности, да. Очень есть сочувствие к тем, кто хотел бы уехать, но по каким-то причинам он не может этого сделать, но очень хотел. И я понимаю тоже. Есть и знакомые, есть и, да, друзья, которые говорят об этом. Тем, кто уехал, так же, как и я, наверное, да, это чувство, радости, как-то, наверное, какое-то другое, я бы сказала. Наверное, все-таки, да, вот такая вот тихая, спокойная радость, скажем так, что люди смогли обеспечить себе безопасность, и это очень важно. К тем, кто уехал, а потом вернулся, да, вот как моя дочь, я восхищаюсь этой силой принципов, ценностей, на которые они опираются для того, чтобы, да, все-таки вернуться в небезопасное место
но получать там то, чего они не смогли найти за пределами страны или в каком-то другом регионе. То есть это их питает, именно там им нужно быть и получать вот то, что им нужно. Но если касательно моей дочери, она именно там. Сейчас она в Киеве, но она очень часто ездит к папе и, в общем-то, рассматривает вопрос переезда в Харьков. Она нашла свою самореализацию. Да, вот 23 года. И для меня это и радостно, так как я мама, да, потому что ребенок ищет себя. И, конечно же, тревожно, отсюда никуда не денешься. Те, кто тоже уезжают и возвращаются, они тоже возвращаются в основном, говоря о том, что нет реализации. Человек не может чувствовать себя человеком таким, как вот он себя видит, да, достойным того, что он может проявить свое творчество, он может быть полезным, и это может произойти только в своем родном городе. Поэтому я именно восхищаюсь этой силой и основательностью, да, каких-то таких принципов и потребностью, наверное, да, в реализации. Человек нашел, где он сможет себя реализовать. Это, наверное, да, очень такая близкая связь с собой. Если бы пришлось принимать решение еще раз, что бы ты сделала иначе? Я бы выехала в тот же день и выехала бы за границу. Тогда бы мой ребенок и те дети, мальчики, которые были с нами, и от которых, и от меня тогда зависела их безопасность, они бы не были настолько травмированы. И я бы сделала все, чтобы уберечь от проживания такого опыта. Это я знаю точно. Если бы была такая возможность, я бы выехала в тот же день. Ой, ты знаешь, я бы ничего, наверное, не сделала иначе. Почему? Потому что для меня это такой вопрос. На тот момент было принято самое верное решение. То есть, я так считала нужным, с моим каким-то определенным опытом, с моими какими-то определенными знаниями. Я как-то пришла чудесным образом, проделала этот путь, и ничего, слава богу, не случилось, да, потому что там все запугивали, людей выкрадали, решение было принято на каких-то знаниях, каких-то выводах, каких-то умозаключениях из каких-то ситуаций, которые складывались. И именно в тот момент, я думаю, что другого решения и нет. То есть, это было одно из самых таких безопасных решений для меня. Я думаю, что я бы поступила точно так же. Однозначно. Мое решение подпитывалось многими факторами, поэтому оно бы было такое же. Я бы выехала раньше, однозначно. Я бы выехала, наверное, может быть, не сама с детьми, с кем-то бы скооперировалась, но, знаешь, что такие это начинаются эти метания. Иначе, я думаю, я бы не сделала ничего. Помня себя, свое состояние, я даже на тот момент, когда выезжать надо было, была в таком не очень собранном состоянии. Больше, наверное, да. Я включилась в момент, когда мы сели в поезд. До этого это такое ощущение, что мы поменялись ролями с дочерью. То есть она находила волонтеров, она организовывала выезд. Я была только таким а уже когда мы, сели в поезд, тогда я стала другим человеком. Поэтому я бы ничего не поменяла. Ничего. Оно бы так бы и было, если бы это было возможно. Интересно было бы оказаться в другой ветке реальности. Но это невозможно, потому что мы где-то в этой ветке реальности встретились, все это проживаем и это обсуждаем. Поэтому в этой ветке реальности ничего. Я довольна тем, как я принимала решения, как мы с мужем принимали решения, мы это обсуждали, и мы это с родителями обсуждали, с детьми это обсуждали. То есть нигде никто не покривил, нигде никто ни на кого не надавил. Это было очень солидарно, очень спокойно, поэтому ничего по-другому не решили бы, и я не решила бы. А как ты справляешься с эмоциональным напряжением, которое вызывают события в Харькове?
В зависимости от событий справляюсь. С этого начинается мое утро. Я смотрю новости и начинаю с Харькова. Сейчас, наверное, не так остро, но помнишь, мы с тобой как-то обсуждали, что когда узнаешь, когда начали узнавать, что разрушается, как будто часть внутри тебя разрушалась, потому что ты знал все эти места, ты их любил, это была часть тебя, и как будто и это не только мои слова. Мои друзья говорили об этом же, что когда что-то разрушается, как будто разрушается и исчезает их часть какая-то. Поэтому в зависимости от событий, которые происходят, я исправляюсь. Держусь за образ Харькова Харьков как город Феникс. Это не красивая метафора, а такая внутренняя опора. А важно же не только переживать эмоции, но и делать то, что реально можешь делать. Работать, чувствовать эту полезность, поддерживать людей, устанавливать новые контакты, поддерживать те, которые есть, оставаться включенной в жизнь. А это непросто. Но это дает тебе такую, знаешь, опору. Я не все могу изменить, но я могу что-то делать. Вот. И поэтому для меня это тоже Харьков про его такую, как, знаешь, такая психологическая опора. У него есть своя история, у него есть характер, вот, и есть способность возрождаться после разрушений. И вот так держусь за этот смысл, делаю, что могу, и сохраняю связь с Харьковом. Эмоциональная связь у меня з Харковом. Переживаю ці емоції. Буває так, що прямо аж занадто через себе пропускаю. Я дуже емпатійна людина, і я не розподіляю, як не то, що не розподіляю, мені не підходить та думка, що я не буду читати новин, я відгоражусь від цього всього, я так, щоб зберегти свою психіку. І мені здається, це неповага до тих людей, які переживають зараз, які зараз знаходяться в епіцентрі цих подій. Тому в мене мама в Харкові, тобто я не можу не переживати якось емоційно, не реагувати на це. Тобто, звичайно, я даю собі прожити цю емоцію. Тим паче, емоції треба проживати, якщо ж їх ігнорувати, що їх в собі тримати. Тобто, якщо мені хочеться поплакати, я поплачу. Почитаю новини, поплачу, пік цей пройде і далі живу, далі, сублімую якось свої емоції. Не відгоражуюся. В момент, когда мы выезжали, были жестче обстрелы, и получается, больше стресса вызывало. Сейчас, слава богу, поменьше. Вот. И мама еще транслирует какую-то определенную уверенность, то, что все нормально, все хорошо, я там работаю. То есть нету таких переживаний, как у нее были раньше. Справляюсь с эмоциональным напряжением, потому что больше есть ясность. Есть больше ясности и больше ясности, понимания, и это уже война у нас, скоро 4-й год, то есть 4 года, то есть уже плюс-минус, уже начинаешь как-то ориентироваться, причинно-следственной связи, что зачем, что потом, то есть есть какое-то определенное понимание, и от этого проще, потому что в начале войны все были как слепые котята. Работа с психотерапевтом, дыхательные практики. Я себя загрузила максимально обучением, максимально загрузила свое время. И я скажу так, что, наверное, прям сильные переживания были какие-то бессонные ночи. Вот, но как только брат, например, выехал с оккупации, с женой, с ребенком, мамы меньше. Как я могла помочь, я могла каким-то разговором, какой-то поддержкой могла помочь, и когда получала обратную связь, что у них полегче стало, тогда, наверное, и у меня какое-то было облегчение. Ты знаешь, может быть, это звучит инфантильно, но я стараюсь туда не ходить. Мне страшно, больно. Естественно, я переживаю очень за родителей, но я стараюсь не углубляться в эти процессы, потому что они довольно-таки разрушительны, у меня нет на это ресурса, времени, и тут я расставляю приоритеты. В первую очередь, опять же, вера в Бога,
как это... Ну, для меня это важно, да. В моей жизни был момент, когда я ощутила, что я не справляюсь, и я поделила, да, эту ответственность и эту нагрузку, ну, да, ответственность с Богом. И с тех пор, как бы, да, в ситуациях, когда я понимаю, что я ни на что повлиять не могу, но мне нужна поддержка, это есть первое, да. То еще есть, да, дыхательные практики, которые я использую, когда сложно, возникает большая тревожность. Мысли, конечно, тоже о том, что все будет хорошо в плане того, что я надеюсь на лучшее. И если она там, то ситуация сложится наилучшим для нее способом. А когда это, ну, я думаю о том, что вообще происходит с Харьковом каждый день, потому что, да, там же есть и друзья, и, да, бывший муж. Ну, тоже я молюсь за весь город. Наверное, это все, что... Да, конечно, я сразу созваниваюсь со всеми, кого я знаю, все ли у всех все хорошо, все ли живы. Ну и когда получаю ответ, что да, все живы, то тогда, да, я продолжаю молиться. Ну, наверное, это все. Для себя это дыхательные практики и мысли о том, что все будет наилучшим образом. Я дышу, я заземляюсь, я разговариваю с собой, плюс это какой-то встроенный у меня такой приятный для меня и прекрасный инструмент, как моя нервная система, которая не разгоняется и не выдает каких-то пиковых переживаний, с которыми мне надо что-то особо делать. В силу этого, плюс я профессиональный психолог уже 30 лет, и я всю жизнь занимаюсь духовными практиками, и в терапии, и я понимаю, что многие травматические какие-то мои моменты, которые там имеются и имелись бессознательно, они проработаны, поэтому, в принципе, вот ничего особенного я не делаю. Даже так бы я сказала. Я к себе хорошо отношусь, я знаю, что меня может порадовать, что меня может утешить, если нужно. Вот, поэтому мне еще хватает ресурсов, в принципе, и на группу мою. То есть я продолжаю работать, практика продолжается психологическая. Вот, поэтому все, что я перечислила уже выше, плюс вот эти вот просто 30 лет занятия этой прекрасной деятельностью. Что вам помогает оставаться в Харькове и сохранять с городом, несмотря на испытания? Опора на свою интуицию. Я очень люблю свою интуицию, я с ней дружу с детства. Знаю, где мне ее послушать, знаю, как она у меня проявляется. Слушаю себя очень чутко. Я реагирую на то, что я чувствую, что мне, соответственно, приходит в голову через это чувствование. Я так живу всю жизнь, поэтому в этом смысле для меня ничего не изменилось. Какие убеждения или ценности не позволили вам уехать из Харькова? Основная ценность – это, знаете, такая конгруентность самой с собой. Вот то, что я бы назвала. Это вот внутреннее ощущение, что вот так правильно, и следование этому. То есть мне должно быть комфортно самой собой. Вот. И я бы не желала себе ни кому-то жить в конфликте с собой. То есть делать что-то, что против природы, против ощущений, против того, что ощущается как правильное для меня. Вот я делаю акцент правильное для меня. Не для кого-то, не для чего-то, не с точки зрения чьей-то, а правильное для меня. Следующее – это то, что я верю Богу. Не в Бога, а Богу. Это вера Богу заключается в том, что если со мной это происходит, значит, это вот самое лучшее, что может со мной происходить. И где-то в начале войны хватило фразу про то, что почему мы обращаемся к Богу, чтобы Он избавил нас от того, что мы сами попросили, или что Он нам сам предложил, как испытание, или как урок, или как что-то. Ну, вот на это я опираюсь. Я верю в то, что жизнь – это такая игра, такая глобальная, запутанная,
подчас, но игра. У меня нету страха, как я поняла, сравнивая себя с каким-то количеством людей, у меня нет страха запредельного за свое физическое существование. Ну, потому что у меня есть вера в то, что есть жизнь вечная моей души. А эта жизнь, она точно конечная, она как игра. Какой вопрос я не задала тебе, но тебе хотелось бы на него ответить? Ну, это так вот, я думаю, что мне помогло, как бы, именно принять какие-то, ну, то есть ряд каких-то определенных последовательных решений, которые, ну, привели меня к, ну, относительной безопасности, я бы сказала. То есть, я думаю, какая-то определенная вера, что позитив какой-то, возможно. Про ідентичність харків'янина, наприклад, як змінюється ця ідентичність, да, в залежності від того, куди ти виїхав, і як на тебе це повпливало. Тому що я, наприклад, змінилась, бо я вже давно живу тут. Ну, коли я жила в Харкові, я відчувала себе... Таке слово щось мене вкрутиться в свідомо. Ну чому ж воно впливає, воно якось чомусь ж виникає, слово, воно крутиться. Чому іменно? І коли я жила в Харкові, я прям відчувалася як королева, і хочеться сказати. Вокруг все красиво, ну, навколо тебе. Я жила в центрі, тому весь час навколо мене була красота. І я могла собі дозволити, все в мене було під рукою. Навіть, може, я десь там була зверхньою, да? Ну, я була іншою. А коли ми переїхали, ми живемо в селі, і я стала більш простішою. І я стала більш... Тому я, і зараз, на той момент, коли я вже приїжджала в Харків, і я розуміла, що я вже приїжджаю іншою туди. Хоча це моє місце, але все одно я привношу в Харків свої зміни також. І люди навколо мене, вони теж ставали простішими. Вопрос про то, где пригодится весь этот опыт бытийный после того, как все это закончится. Потому что, когда началась война, пришлось прервать какие-то обучения, в которых я участвовала, какие-то процессы, которые мне тоже нравились и которые я сама выбирала. И вместо этого пришлось заниматься вот тем, чем я занималась и занимаюсь сейчас. Вот любопытно, каким же образом этот опыт, где в дальнейшей жизни пригодится и для чего он был получен. Про будущее и, наверное, вопрос про положительные моменты. Вот что произошло хорошего, да, за этот период. И, наверное, вопрос про дом. Да, вот про дом я вот как раз с тобой уже недавно делилась и говорила, что когда вот у нас там на Self Discovery, в нашем терапевтическом сообществе, там говорили, дом – это внутри тебя, дом там, где твои близкие. На данном этапе такое отторжение, поскольку эта красивая метафора, она разбивается реальность. Все зависит во многом и от психотипа. Если у тебя кочевой образ жизни, да, ты человек мира, то тебе достаточно. У меня был такой период, поскольку папа военный. Но это совершенно другие переживания, когда ты относишься к месту, пусть это даже твоя квартира, как к родовому гнезду. И никакой внутренний дом, он не может заменить физических стен. И я по-прежнему хочу иметь свой физический дом, а не метафорический. Дом, который, как я тебе говорила, хочу вбить гвоздь, где хочу, повесить там, что хочу. Если что-то разобьется, сломается, да, вот, ну и пусть разбилось, сломалось, и реагировать на это спокойно. Вот буквально перед самой войной я сижу в кресле, ко мне подходит сын Святик, так обнимает меня сзади и говорит: мам, я, наверное, самый счастливый ребенок на земле. Мне так хорошо. Как я тебе сказала, поддерживает Теодор Рузвельт меня, да, его выражение. Делай то, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть. И вот я теперь продолжаю для себя и помню о том, что, возможно, сейчас твой дом – это не твой дом. И, конечно, молитва о душевном покое, да, Нибура, что где, Господи, да, Господи, дай мне спокойствие принять то, чего я не могу изменить. Дай мне мужество изменить то, что я могу изменить. И дай мне мудрости отличить одно от другого. Вот все чаще мудрости прошу. Отличить одно от другого.
Потому что иногда кажется, что вот ты еще на это можешь влиять, а нет, не можешь. Поэтому часто прошу мудрости отличить одно от другого. Сколько я изменилась за это время и изменились ли мои ценности? Скорее всего, они не изменились. Они, возможно, видоизменились. То есть ценность жизни, ценность и своей, и ценность другого человека, и мое желание прийти всегда на помощь тем, чем я могу и как я могу, это не поменялось вне зависимости ни от чего, хотя я прошла много моментов по отношению к себе, изменившихся моментов, но тем не менее меня это не обозлило и не ожесточило. Я все равно остаюсь при своей мысли, что мир держится на добрых людях. И этих людей в моей жизни, слава Богу, очень много. І це дуже важливо. Наш проект «Грані життя, життя на грані» – це більше, ніж проект. Це рух, це зцілення, це наша спільна дорога додому.